Привет, мои дорогие девочки! Хорошего вам вечера сегодня. Мы с вами сейчас погадаем в прямом эфире, здесь и сейчас, девочки, на тему, что он думает о вас прямо сейчас. Но пока мы с вами собираемся, немножко, пяток минуток подождем, пока соберется большинство, потому что многие хотят с первого варианта выбирать, но в прямом эфире с опозданием приходят многим оповещения, поэтому... Подождем немножко. Привет, привет, мои дорогие. Привет. Привет, котики. Но перед тем, как мы будем гадать, я опять вам выставила тут очень красивую шкатулочку. Это мне пришел тоже такой подарок. Мне она очень нравится, она с очень доброй энергетикой. И я туда кое-что спрятала для того, чтобы вы сейчас, перед тем, как выбирать рубашечки, таро, девочки, картишки выбирать, просто сейчас посмотрите и угадайте, а что же я там спрятала. Давайте просто экстрасенсорные способности потренируем, потому что многие из вас даже не догадываются и никогда не задумывались над тем, что реально у них есть эти способности. И у меня даже есть целый плейлист, там, где мы с вами проверяем и тренируем экстрасенсорные способности. И вот когда так вот, что за черной ширмой спрятано, это самое такое эффективное для того, чтобы понять, сколько у вас этой экстрасенсорики. Но кто угадает, у того волосы станут дыбом, девочки. С чем я вас и поздравлю. А кто не угадает, вы не отчаивайтесь и не думайте, что у вас там ничего такого нету. По одной простой причине, потому что есть определенные такие часы, все зависит от там болезни какой-то, усталости. То есть надо собраться с мыслями, и не всегда это прям супер классно и быстро получается. Поэтому, если кто-то не угадал, может вообще супер клево отгадать, например, в следующий раз что-то. Прям в один в один. И когда, например, девочки пишут, вот я, например, даже, я не в шоке, да, но когда вы пишете, что там находится, иногда вот человек вроде бы даже и не угадал предмет, да, не назвал прямо этот предмет, но как сказанет какую-то такую вещицу, про которую, например, только там я знаю, да, и она к предмету косвенно относится, ну, прям в точку, да, это тоже, это вообще, вот это экстрасенсорика тоже. А не то, что, знаете, как эти круги, звезды и квадраты угадывать. Это не совсем то. Лучше вот это вот, когда предметы. Но мало кто этим занимается. И, между прочим, я сама. Раньше была ВКонтакте такая группа экстрасенсы всех стран, объединяйтесь, что-то в этом роде. Но это очень много лет тому назад. И там вот за фоткой мы тогда выбирали. Ну, вот там вообще клево. И я, например, сама тренировалась, потому что мне негде было тренироваться. И я поняла, когда мне идет правильно, а когда есть моменты такие, и либо часы, когда мне не идет. Я, например, знаю, что в пополудню, девочки, у меня ничего. А ночью меня так и прет, аж разрывает от этого всего. Ну что, угадываете? Пишите, девочки, не стесняйтесь. Вот когда вы просто думаете, да, оно, конечно, хорошо. Но когда вы просто пишете, вы, получается, это на письмо, вы соглашаетесь с своими же мыслями. И, возможно, вот когда вы типа не угадаете, вам будет где-то такой момент, что неприятно, но это как раз-таки и тренировка. Не всегда это приятно, правда? Но я сейчас вам задам такие наводящие вопросы, чтобы вы почувствовали. Угадайте, из какого материала тот предмет, который лежит в шкатулке? Из какого материала? Уберу руки, чтобы они вам не мешали думать. Из какого? Это камень, металл, бумага, дерево, сахар или еще что-нибудь? Так, тут уже многие угадали. Дальше. Давайте. А что, для чего нужен этот предмет? Как вы думаете, вот если вы возьмете его в руки, что бы вы с ним сделали, с этим предметом? Вот как вы думаете, вот если его взять в руки, какие ощущения вам идут от этого, что внутри?
холодное это или теплое, и для чего оно? Вот что вот первое, что приходит на ум, что можно с ним сделать? А еще такой вопрос. Может, вы подумаете не то, что с этим предметом можно сделать, а, например, что он выделяет? Ну, грубое слово, но все же выделяет свет или энергию какую-то, или звук, или там, я не знаю, голос, может, или стучит. Вот посмотрите в эту сторону. А вы так углубитесь, девочки, потому что, с одной стороны, это не особо простой вопрос, да, то, что я там, но он такой вот интересный. А может, кто-то из вас почувствует не то, что этот предмет, а почувствует, от кого он, с каким человеком, к примеру, он связан, как это ко мне пришло. Потому что многие могут не угадывать предмет, но могут угадывать энергетику того человека, который, например, это как-то мне дал. А может, вы почувствуете, откуда это пришло? Сдалека или сблизи? Вот как вы думаете, если рассматривать вот эту точку, на которой оно сейчас лежит, да? Как вы думаете, это далеко вообще от того места, где оно сейчас находится? Раньше это было, как вы думаете? Ну, все, мои дорогие. Нас уже больше 500 чем человек, и уже можно, в принципе, и гадать. Ну что, открываем? Так, девочки, смотрим. Опа. А теперь, во-первых, кто говорил стекло, я вам скажу одну вещь. Когда стекло очень сильно ассоциируется с металлом. Реально. Очень многие, вот это, когда вы пишете стекло, да, вы еще думаете про металл тоже, вот когда на стекло приходит на ум. Потому что у них реально такое похожая энергетика вот для человека, да. Дотрагиваешься, холодный, медленно нагревается. В общем, это колокольчик. Вот такой вот колокольчик, мои дорогие. И, кстати, видите, тоже отражается что-то. А откуда это пришло? Во-первых, тут еще такое вращается. Кто про цвета, там тоже были девочки, кто с цветами очень близко был, да? Обратите внимание, как вы можете читать цвета. Кто читает цвета, тот может очень хорошо читать ауру. Других людей в цветах вы можете видеть. Потом даже загуглите цвет ауры, да, и у вас реально будут волосы дыма вставать, потому что вы будете видеть некоторые такие интересные моменты. И это, девочки, из Монтенегро. Чарногора, или Гура, как оно произносится. Черная гора с Монтенегро. Венгрия, девочки. Хунгари. Вот такой вот у нас колокольчик сегодня был спрятан. Так что смотрите, многие были очень-очень близки, и многие не угадали. Ну что, там девочка написала, может, я сегодня в красной одежде? Смотрите, девочки. Поняли? Кто тут экстрасенсы? Тут прям ведьмы и экстрасенсы собрались. У нас сегодня просто огонь, девочки, сегодня, да? Жжем. И про одежду мы даже угадали. Тут можно, знаете, можно даже начинать стесняться. Да, если что, вы вроде бы, знаете, только руки видите. И, в принципе, я могу там, например, как кто-то сидеть в трусах, как блогеры некоторые, да? А нет же, все вы видите. Ну что, давайте теперь увидим наших мужчин, девочки. Так, давайте, девочки, погадаем, что он думает о вас сейчас. 4 варианта, и мы сейчас будем копаться в его голове. Спит он или бодрствует. Мы будем читать вот эти мысли, которые приходят ему в голову сами по себе.
Ну, не, то, не только сами по себе. Мы будем сейчас вызывать его для того, чтобы он о вас сейчас думал. Любой мужчина, загаданный здесь, спит он или не спит, кушает, или чем бы он сейчас не занимался, сейчас, как вы только перевернете карту, он сразу будет думать о тебе, будет думать он. А что он будет думать, мы на него и будем смотреть. Так, 4 варианта. Оракул смерти девочки у нас, как ни странно, да? Но он вообще круто читает, на самом деле. Ну что, поехали. Что он думает о вас сейчас? Первый вариант, второй, третий, четвертый. Да, Вика, добрый вечер. Гадание уже началось. У нас 4 варианта. Что он думает о вас прямо сейчас? Можно загадать 2 варианта. Можно либо один как основной, другой дополнительный для одного мужчины, либо вообще-то на 4 мужчин и неплохо было бы загадать, девочки. На 4 мужчин, даже на какого-то неизвестного, пришлого. Например, знаете, если кто смотрит «Битву экстрасенсов», ну, смотрел, девочки, она уже, наверное, закончилась. Я просто не смотрела все серии, да. Там был такой... Бестолик, да, и вот это очень правильно, это вообще чистейшая черная магия, да, и вот когда мы загадываем еще дополнительного мужчину, которого мы еще не встретили, любым именем его называете, да, иногда вот эта вот карта еще больше скажет, чем вы когда на обычного мужичка загадали, понимаете, есть такой момент. А кто, например, еще свободный, девочки, загадывайте на все 4 варианта. Каких-нибудь, вот даже которых вам не интересно смотреть. Вот просто можете даже про них не смотреть, зайти в чатик, попереписываться, девочки, да, пообсуждать с другом что-нибудь, а загадать именно того, которого вам нужно какого-то. А на остальных, ну, загадайте всех, девочки. Не надо всех смотреть, своего, но загадать просто надо. Харикейн, уговорили, беру все 4. Да, потому что это 4 стихии, 4 масти, 4 масти. И знаете, для удачи, на самом деле, да, лучше загадывать на 4 сразу. 4 масти. Ну что, поехали. Первый, второй, третий, четвертый вариант. С наступающим, мои дорогие, вас. Ну что, поехали. Итак, смотрим, что этот мужчина, как только мы переворачиваем карту, он про вас начинает думать, кто загадал на первого. Что он думает о вас? Десятка пиковая, девочки, выпала. С ним сейчас что-то не то. Это какое-то болезненное состояние, но не совсем болезнь. Это какая-то гадость. На мужчине сейчас какая-то реально гадость. Знаете, вот как вот я просто его даже сейчас вижу, как дергаю его за плечо, чтобы он как развернулся к нам, да, а он какой-то не такой, да, вот не как обычного человека там в магазине потрогал за плечо, а что-то не то. Ну ладно, давайте еще посмотрим. Что-то такая карта выпала, что-то не то. Что он думает о вас сейчас? Да, девочки, и Паш выпал пиковый. С ним что-то не то сейчас, конкретное. Либо, может быть, это какое-то течение болезни, но типа в острой стадии. Либо что-то начинает всплывать у него. Может, это не видно, но, короче, тут он может, знаете, потеть холодным потом, потеть от чего-то. Это может быть состояние страха. Это может быть болезненное состояние, состояние стресса. Иногда опьянение, но опьянение такое насильственное, да, или вот пью для того, чтобы не получить удовольствие, а чтобы там рыгать, грубо говоря, да. То есть что-то с ним вообще не то сейчас. Хорошо. Может быть, кто-то здесь загадал человека, не буду пугать, но может быть кто-то загадал не просто бывшего, а мертвого, да, человека. Обратите внимание. Ну что-то не то. Ну ладно, хорошо. Что он думает о вас сейчас? Ему идут деньги.
Вот как ни странно, девочки, да, вот мыслей у него о вас сейчас, вот как таковых нормальных, нету, но и плохих нету. Он сейчас в каком-то таком вот состоянии, знаете, я даже не знаю, чем сравнить, какой-то, как, например, бомж. Но не в плане там психики, а вот в плане, что я иду, куда глаза глядят, я бродяга, но еще не понял этого, либо мне некуда идти, я сную туда-сюда без какой-то цели. Но идет еще энергия родителей, возможно, да, или это мамина, или родственников каких-то. И эти родственники, вот знаете, очень по-теплому к нему относятся, как заботятся. Но что-то с ним не то. Он, девочки, какой-то пустой сейчас. Что такое, я не могу понять. Что он думает о вас сейчас? А это, девочки, для многих, из вас это будет западня. Хотите знать, что это за западня для вас, да? Дело в том, что с ним что-то не то. И вот этот, кто заботится о нем, он его как хочет не то, что там отдать в добрые руки, да, но как пристроить. И дело в том, что сейчас как ему надо человек, женщина, которая будет за ним как ухаживать. Но это не он выбирает, а как за него. В таком вот иногда, если вообще взять утрированно, да, вот представьте, что я сейчас говорю. Это, например, у матери есть больной человек, сын, с особенностями такими конкретными. И она понимает, что ее век недолог, а чтобы он не остался один, его надо пристроить куда-то. И она начинает за него искать и связывать людей с хитростью какой-то, понимаете? И у этого мужчины получается навязанная хитрость не от его самого по направлению к женщине или к женщинам. Причем альфонсом его не назовешь, этого мужчину, да, но его как в добрые руки хотят куда-то отдать. И смотрите, вот по этим картам я скажу так, да, кого бы вы тут ни загадали, 100 пудов вам хотели, либо хотят, либо будут хотеть, девочки, этого мужчину дать для того, чтобы вы за ним физически ухаживали. Вот обратите внимание, да, и это с болезненным этим состоянием тоже связано. Вот эти вот восьмерки, девочки, то есть это обмен, да. Тот, кто сейчас как бы тянет какую-то ношу, он хочет эту ношу на другую женщину переложить. И это, возможно, хитростью делается. То есть тут что-то не то. Вот это вот его болезненное состояние, оно будет в его жизни постоянно. И женщина, которая рядом с ним, она должна, да, ухаживать за ним физически, девочки. Тут идет такой момент. Либо уже с ним что-то не то, либо что-то к этому ведет, что-то не будет не то. И если так вот раскладывать, например, на будущее этого мужчины, да, то вот очень много что зависит от женщины. Вот женщина, которая хочет, например, просто отношений, чтобы мужчина о ней заботился, был сильным плечом и все остальное, это не про этого мужчину сказ, девочки. Дело в том, что у него какой-то... за ним придется физически ухаживать. Ну все, девочки. Но у мыслей как таковых именно о вас сейчас у него не идут. Возможно, это с болезненным его состоянием связано. Тут либо помутнение рассудка, либо это какие-то болезни. И он ходит без цели. Я его вижу, девочки. Вот он какой-то, знаете, вот без цели, пустые глаза какие-то. Но как будто вот его... Кто-то возле него такой вот хитрый, который вводит в заблуждение других людей насчет него. Ладно, давайте еще вот соберем и посмотрим. Тут что-то странное с этим мужчиной идет. Такое странное. У
кого-то это может быть лярва, девочки, да, то есть он может еще не спился, да, но все к тому идет, и женщине придется это терпеть. Либо это больной мужчина, которого придется, знаете, ухаживать за ним. И не в глубокой старости, понимаете, а за пажом пиковым ухаживать придется. За мужчиной в расцвете сил. То есть женщина, да, вот, и это вот ноша, это ноша, девочки, идет. Не назовешь чемодан без ручек, но нет. Тут может, знаете, кто... Вот, девочки, я вам серьезно говорю, если вы червовая, да, если вы нежная, если вы больше такой с мужскими чертами характера, вы, как говорится, выживете на самом деле, да. Но если присоединить этого мужчину к такой вот нежненькой, добренькой, да, спокойненькой девушке, то вот если она возьмет эту ношу, то это просто очень тяжело будет. Тяжело даже вырваться. А вот женщина самостоятельная, она как бы вырвется от этого мужчины. Но тут ноша. Если, в принципе, ну тут надо смотреть, если интеллектуальный мужчина, девочки, если он сам зарабатывает деньги, богатый у вас, к примеру, да, и средний, выше среднего, любит работать, что-то делает, да, то умный какой-то, образованный, да, ради бога. Но, обратите внимание, хоть бы не алкаша. То есть присматривайтесь, если у него сейчас белки начнутся на Новый год, да, то это такое себе удовольствие. Ну ладно, хорошо, давайте еще посмотрим. А что ты сейчас думаешь о ней, о той, которая на тебя гадает? Девочки, девятка пиковая. Ничего хорошего я здесь вот сейчас сказать не могу. Он в ментальном запое, скажем так. Вообще не идет сейчас, чтобы он о вас думал. Он не идет. Но идут в его состоянии плохие карты. Что-то с ним не то. Что-то не то, девочки. Я бы 25 раз подумала перед тем, как его брать. Если брать этого мужчину, то берите его с приданым, девочки. С домами, с машинами и с квартирами, что у него там есть. И нужно ли оно вам, да? Если он без ничего, гол как сокол, взять не хрен взять, то он не надо. Потому что вы будете на себе все тянуть, деньги будут утекать. Вот тут такое все идет. Я бы даже на него вот сейчас вот даже не делала приворот никакой. Вот в таком состоянии это очень, ну, такое опасное дело. Ну, девочки, так выпало. Давайте, хорошо, давайте на герметике чуть-чуть добавим. Чуть-чуточку добавим и посмотрим, что этот мужчина думает о вас сейчас. 16-й старший аркан башня. Правосудие. Королева пентаклей, девочки. Не подходите к нему близко. Вот просто я вам серьезно говорю. Вот сейчас, в ближайшее время, да, включайте мозг, включайте голову, трезвый рассудок, потому что если вас повело к нему, да, вас очень сильно прям пипец как тянет, я не могу. Задумайтесь, а что именно вас тянет к нему. И задумайтесь, а вам вообще надо вот именно этот мужчина в жизни на ближайшие 15 лет. Вот на 15 лет, вот в таком состоянии. И что он готов вам дать, да? Точнее, что вы готовы взять от него. Вот посмотрите, тут будут вопросы. Вот к этому мужчине сейчас вопросы есть. Но что-то с ним не то состояние какое-то. Либо оно быстро закончится, у него что-то болезненное, да, но что-то с ним не то. Ну ладно, девочки, это... Такой вот первый вариант. Ну что, второй смотрим. Так, а что этот мужчина думает о вас сейчас? Слушайте, десятка, опять десятка. Десятка бубочка выпала. Десятка бубочка выпала вам. Это обновление чего-то, обновление каких-то, чего-то материального, что у вас есть. Вот этот мужчина влияет на какие-то материальные обновления в вашей жизни. Что кому-то окна поставит, кому-то девочки что-то даст, да. Короче, он как-то улучшает ваше материальное.
это какие-то подарки могут вам быть. Все берите, девочки, да. Какие-то, например, поездки даже по супермаркетам, это, вам надо что-то починить. Вот, вы загадали этого мужчину, можете к нему обращаться для того, чтобы он решал ваши дела. Он о вас, девочки, думает, но думает что-то материальное, как что-то вам либо принести, либо что-то сделать такое. О чем-то думает том, что вам принадлежит. Давайте еще глянем, что он думает о вас сейчас. Правильно, девочки, знаете чего? Ему очень не хватает интимной близости. Короче, девятка червовая, это, девочки, он надеется на интимную близость, чтобы за вас поддержаться. За все ваши округлости этот мужчина изголодался, голодный. И видите, какой хороший мужчина, девочки, пытается вам что-то сделать, хорошее что-то принести в вашу жизнь для того, чтобы получить от вас толику тепла. Он хочет тепла, девочки, с вашей стороны. Но он еще и исполнительный. То есть, если ему подбрасывать дел, каких-то ваших дел, да, то он будет все делать для того, чтобы получить с вас интимчика. Давайте еще посмотрим, что он думает о вас сейчас. Боже мой, девочки, хозяйка выпала. Но вы его хозяйка его мыслей. Во-первых, он вас хочет, и это в интимном плане это 100%. У него больше сексуальные планы, чем какие-то другие сейчас. Он хочет, он или делает уже, или будет делать в ближайшее время все то, для того, чтобы от вас поиметь секс, девочки. Он изголодался, хочется ласки, любви, постельных сцен и всего такого. А давайте еще глянем, что он думает о вас сейчас. Боже мой, девочки, а какой он у вас классненький. Видите, одни червовые карты пошли. Но не самого высшего порядка, да? Но смотрите так, 10, 9, 8, 7. Какой-то отсчет, девочки, пошел. Какой-то отсчет. Спасибо, Ириночка, большое. Смотрите, что думает о вас мужчина. Какой-то отсчет пошел, но это даже не смешно. 10, 9, 8, 7. Хорошо, мы сегодня гадаем 7. 6 завтра. Послезавтра. Это, может, дни отсчитывает он? Короче, что-то будет. Что-то будут, девочки. А что-то это что? Это интим, девочки. Это все идет к интиму какому-то вашему. Либо это каждый день у вас интим. Ну, короче, он думает об этом, и он хочет вами наслаждаться, он хочет вас кушать в хорошем плане. Хочет вас иметь, девочки мои дорогие. А тут это хороший вариант. Я аж расслабилась. С первым вариантом напряглась, со вторым расслабилась. Если вы кто-то загадал тут неизвестного мужчину, то я вам скажу, что это приход нового мужика в вашу жизнь. И это уже запланировано, он уже идет и бубенчиками звенит, девочки. Давайте еще посмотрим, что он думает о вас сейчас, этот мужчина. Он реально думает. Он реально думает, и не то, что каждый день, а вы у него в голове как некий его план. Что-то связанное с вами будет воплощено в ближайшее время, и именно в материи, девочки. Принесет вам, либо что-то купит. Но это не совсем похоже на просто на такой вот подарок, как кольцо, к примеру, да. Он слишком такой вот функциональный, этот, либо предмет, либо предметы, либо услуги какие-то он сделает вам. Муж на час. Но за это он хочет от вас получить интим. Так что, если кто хочет, может смело ему предлагать. Ну, а что тут такого? Так, давайте еще глянем. Тут хороший мужик, девочки, идет. Вот сейчас хорошие мысли, ничего плохого. Но мы сейчас его все равно расчешем. Что он думает о вас сейчас? Блин, красный король, хороший мужчина с хорошими мыслями сейчас идет, да, надеется на близость, изголодавшийся, подготовленный мужик, промаринованный, с сексуальным интимным интересом к вам, за лаской.
За вашим запахом. Кстати, насчет запахов. Вот когда выпадает много червовых карт, да, если бы еще червовый король выпал, то я бы сказала, что он вообще от этого, ну, не знаю, на запахах стопроцентное совпадение. Но выпал бубновой девочки. Это значит, в запахах есть какие-то совпадения. Либо вам нравится, как он очень сильно пахнет, да, очень сильно нравится, как он пахнет, либо наоборот, ему очень сильно нравится, как вы пахнете, либо какой-то определенный вид ваших духов, парфюма. Тут с запахами еще что-то завязано. А может, девочки, это не запахи парфюма, а какие-нибудь другие запахи очень сильно привлекают вашего этого короля. Все зависит от степени его извращенности. Так, а давайте тут тоже немножко добавим. Мужчина хороший. Я бы не сказала, вот прям стоящий, давайте с ним на будущее завязываем отношения. Но я бы сказала, что он с добрыми мыслями. Это очень важно, когда мужчина за спиной не держит ничего говёного. Давайте на герметике сейчас глянем. Ну что, давайте смотреть, что он думает о вас сейчас, этот мужчина. Десятка кубков. Ну, это очень близко к любви. Либо это любовь, либо очень большая влюбленность, очень приятное к вам отношение. Мужчина, когда о вас думает, он чувствует, как ему приятно становится. Он чувствует это на физическом уровне. И он специально вызывает мысли о вас в своей голове, а король вызывает мысли. Он умеет ими руководить, этими мыслями, да. То есть он даже не рыцарь, он даже не паж. Это король, который наслаждается своим умом, своими мыслями, как он правильно их может собрать у себя в голове, как он может вот наслаждаться даже мыслями о вас. Десятка кубков, девочки. Этот мужчина, ну, если не любит, то очень сильно влюблен. И ласка ему нужна, знаете, вот тепло тела. Что он думает о вас сейчас? Ага. У него, девочки, есть какие-то планы на вас. То есть, знаете, какие планы? Это похоже на мечты, но это не совсем мечты. Он как держит в секрете. Знаете, как некоторые принцы прикидываются нищими, да? У этого мужчины тоже есть пару проверочек для вас. И в плане он хочет, например, как будто подарить вам что-то дорогое, очень дорогое какое-то. И он, когда об этом мечтает, он испытывает кайф. Ой, она как удивится новому айфону. Или там кому что, девочки, да? Но по восьмерке жезлов у него и четверки мечей. И на это сейчас недостаточно денег. Но он уже мечтает о таком, что-то такое вам конкретное, да, монументальное, девочки. Чтобы вы расплакались от умиления и гордости за то, что с вами такой мужчина, как он. Но обратите внимание, вот сейчас он это, девочки, будет делать, а как раз такой Новый год — это проявление. И если он сейчас, вот в ближайшее время, во время Нового года, да, к примеру, или когда вы там встретитесь, или это, если он вам ничего не даст, знаете, это будет такой вот мечтатель на самом деле, да, или очень-очень осторожный бубновый король. Но по факту мужчины сейчас должны выполнять даже какие-то обязательства для того, чтобы сделать вам приятное. Я бы сказала так, без подарка не давать. Ну, а почему бы и нет? Тут мужчина хочет подарить подарок. Можно ему русским языком откровенно сказать, что вы хотите, да. Ты знаешь, мечтаю о новой сумочке, да, или о чем-нибудь таком. Ну и все. Повздыхайте, повздыхайте. И это для него будет такое направление. Вот такой вот, мои дорогие, второй вариант. Ну что, давайте третий посмотрим. Третий. Что он думает о вас сейчас, девочки? Девятка крестовая. Это такое, знаете, ты мне, я тебе. Он переваривает какую-то информацию от вас, которая для него либо новая, и она не особо приятная, потому что как-то вы не поддаетесь, да, не прогнулись под него, что-то не выполнили или сказали не те слова, которые бы он хотел услышать. Он увидел свою сторону, какая-то манипуляция идет с вашей стороны по отношению к нему.
И это такое, он думает, какой следующий шаг сделать, как шахматы. Вот он играет в шахматы. Вы сделали свой ход, а сейчас он обдумывает, как бы вас переиграть, да, как бы сделать следующий ход в вашу сторону какую-то. Давайте еще глянем, что это за ходы. Что это за ходы такие он продумывает. Короче, у него сейчас какая-то идет реакция на то, что вы сказали, что-то сделали по отношению к нему. И для него он это не принимает как что-то негативное. Он пытается переиграть. В общем, продумывает какие-то ходы. Давайте еще посмотрим. Что он думает о вас сейчас? Знаете, девочки, я вот скажу откровенно, да, вы хитрее его, вы продуманнее его, и вы более тактик и стратег, чем он. Он, девочки, не тактик и не стратег, и рядом не стоял с вами, да. Настолько вы можете продумывать свою жизнь, вещи какие-то, да, то у него это вообще не особо получается, но он пытается как-то подтянуться за вами. Но вы, вот тут вот, когда, девочки, паж бубновый выпал, да, с девяткой, то есть желание переиграть, но он вас не переиграет. Он, я бы даже сказала, какой бы он там крутой не был, он как-то немножко, ну не скажу, что не умнее вас, да, ну он не такой динамичный в мозгах, как вы. Вы очень динамичны. Либо вы вообще два дела можете делать одновременно, либо вы что-то делаете по интуиции, и интуиция вас всегда спасает, и вы такой, знаете, Остап Бендер, комбинатор. И вроде бы вы особо не задумывались, но все на мази так получается, все как надо. Все как надо. А вот этот мужчина, он думает, ого, ничего себе, она умеет так думать. А ну-ка, ну-ка, я сейчас переиграю ее. Но у него не хватает силенок. Даже обратите внимание, вот я сейчас смотрю на карту, интересно, да? Вот смотрите, вот его тут смерть держит за волосы, девочки, видите? Этого рыцаря за волосы схватила смерть и прям на посмешище, как хочет выставить. То есть он не может с ней справиться в этом плане. Давайте еще посмотрим, что он думает о вас сейчас. Он будет, девочки, с вами играть. Но эта игра будет не в его сторону, потому что он проигрывает в мозгах вам. Он в IQ вам проигрывает. Если посадить вас и его за компьютер и нажать IQ-CC тест, да, такой сайт, там, где IQ можно проверить, то я вам скажу, что вы будете ему подсказывать. Вы реально будете ему подсказывать. Он будет тупить. Хочет вас переиграть. Вот это его основная мысль. Он какие-то такие комбинации продумывает. Но это я бы не сказала, что такое суперсерьезное. То есть он сейчас что-то как-то будет с вами общаться, опять ждать вашу реакцию. После этой реакции он опять будет продумывать, да, он какими-то шажками к вам движется, понимаете? А если вы не будете двигаться, он замрет. Не будет вашей реакции, он не будет давать ответную реакцию. Это как шахматная игра у вас с этим мужчиной. А давайте сейчас на герметике посмотрим. Либо он думает, что вам сказать, что вам ответить, либо как выйти из ссоры, но он не считает это ссорой, да. Или этот мужчина ждет от вас вот каких-то решений. Так, давайте еще глянем. Что он думает о вас сейчас? Что он думает о вас сейчас? Желание быть больше, чем он есть в вашей судьбе. Он бы, девочки, хотел, чтобы вы кипятком ссали, за ним бегали с матрасом, для того, чтобы вы... Ну, короче, он хочет доминировать над вами. Но есть один такой момент. Мозгами он доминировать над вами не может, да? Даже если это мужчина в возрасте, на 20 лет вас старше, а вы, например, молодая, неразумная, думаете, как это он может быть
умнее меня. А он, девочки, не умнее вас. Он реально не умнее вас. И если вы бы были в таком возрасте, как он, да, то вы бы намного умнее вообще по факту были. А он, знаете, как хочет доминировать? Королем кубков выпадает, да? То есть он к вам не проявляется как такой истинный король кубков. Он хочет доминировать яйцами, скажем так, да? Чем может доминировать? А что у меня есть? 2 яйца. Я мужик, у меня все есть. А что у тебя есть? 2 яйца. Ну, то есть он через секс, через интим, через ревность, через вот эти вот какие-то вот... Через секс он считает, что он может манипулировать женщиной, и он женщиной обладает, если он чикает ее, скажем так. Ну, давайте еще глянем, что он думает о вас сейчас. Шутом, девочки, выпал. Шут, нулевой старший аркан, дурака. Этот мужчина глупее вас. Это все, что надо, как говорится, сейчас знать. Единственный момент, он может доминировать в плане секса, девочки. Доминировать над вами, и вы можете хитро, например, где-то под него подстраиваться. Ой, ты мой король, ты мой червовый король, мой красавчик и все остальное, да? Но он ведомый, вы ведущая. Хотите быть с ведомым? Почему бы и нет? Но включитесь в игру. Не ждите, пока он будет вам давать какие-то реакции, будет красиво за вами ухаживать, брать на себя ответственность. Надо, девочки, тут взять взять все в свои руки с этим мужчиной. Он ведомый. Он пытается там что-то где-то, да, но я так думаю, вот по факту, да, вы с ним заскучаете, либо периодически будете скучать, да, то есть, когда вам будет хотеться ментальной какой-то такой суперблизости, да, потом вам надоедят его разговоры, вы его перерастете, вы захотите более таких, знаете, глубоких разговоров, которые, увы, он вам не даст, но у него есть чем вас побаловать, да, другим. Ладно, давайте еще посмотрим, что он думает о вас сейчас. Иерофант и мир. Ну, вы с выбором этого мужчины точно не ошибетесь. Вы с ним сделаете все правильно. Это не лярва, которая вас утащит на скалу какую-нибудь или в темный лес. Нет, нифига. С этим мужчиной вы разберетесь. Кто-то из вас, девочки, возьмет его замуж, как говорится, да? Возьмете его как завхоза, и он будет за вами ходить, и вам будет хорошо и нормально. Кто-то из вас этого мужчину бросит, когда вот вам станет скучно, вы начнете беситься, да, и бросите его. И знаете, ради кого, девочки? У вас слишком дохрена тут мужиков выпадает, да? То есть это может быть смена этого мужчины на кого-то другого. То есть, когда у вас никого нету, ну, и этот сгодится за мной походить, мантию мою поносить, да. Но найдется другой, то вы его, сразу рокировку проведете. У вас вот эти вот король кубков, иерофант и шут, и 21-й старший аркан мира говорит, что, как говорится, вы выберите либо его, либо нет. Но будет из кого выбирать. У вас знаете, сколько будет королей, девочки? Вот будет сексуальный, которого вы будете ходить, будет какой-то дурачок, скажем так, да, и иерофант выпадает. Это будет из темных королей. Темный какой-то будет мужчина. И все. И по карте мира вы сделаете какой-то правильный выбор. Но кто-то выйдет за этого мужчину замуж, начнет встречаться и все остальное. А кто-то вот этого мужчину просто... Давай, пока-пока. Ну все, мои дорогие. Так что насчет вас, конечно, он думает. Но у него, знаете, думалка так сильно не работает, как у вас. Так, ну что, давайте посмотрим 4-й вариант. Так, 4-й вариант. Что он думает о вас сейчас? Девочки, любит, скучает. Реально, очень сильно скучает, да? Желание большой встречи. Это встреча на носу, скорее всего, да? Этот мужчина как минимум, как говорится, у вашего дома где-нибудь постоит, посмотрит. Это может быть свидание, встреча.
хорошо проведете время. Это мужчина, который надеется на близость, на взаимность, на любовь, да. У него большие чувства, и причем эти чувства с намерениями серьезными. Давайте дальше посмотрим. Так, что он думает о вас сейчас? Паш крестовый. Ой, девочки, что-то будет. Тут что-то будет. В каком плане? Что-то он для вас готовит. Оно уже приготовлено, и это относится к какому-то празднику. Если у вас где-то, знаете, может даже не особо про Новый год, если он у вас, вот начиная со Скорпиона и вот где-то до Рыб такой, знаете, зимний, из холодных таких, да, то это он... что-то с какими-то празднествами связано, какие-то либо дни рождения чьи-то, да, либо что-то. И он что-то такое вот прям готовит. А если вот не с холодными связан, да, то это больше какой-то... Как это я даже не могу даже выразить это. Это не то, что накопление денег, к примеру, да, а какое-то получение денег у него. И вот эти вот деньги как-то очень быстро у него с рук выходят. Как будто он и не держал, и не копил. А такое, как бы быстро пришли и быстро на что-то ушли. Но он это связывает именно с вами. Но он выпал пажом. Надо его сейчас посмотреть, почему он выпал пажом. Он выпал с серьезными картами, но таким вот пажом. Давайте глянем, что он думает о вас сейчас. Опять кресты выпали. Девочки, я вам скажу одну вещь. Вот этого мужчину надо просто сейчас держать, да, просто коготочками своими держать, невидимыми веревочками или всем чем угодно, да, потому что у этого мужчины сейчас будет или уже идет какой-то такой вот резкие какие-то деньги. И это может быть очень крутой вам подарок, да, причем не запланированный, то есть вот у него что-то пришло, и сразу надо забирать, да, и он, в принципе, про это и думает, да, но возможно, вы не возьмете это, а может и возьмете. Вот прям надо, знаете, как я бы возле него сейчас стояла, это и секла, что у него да как. А смотрите, как он к вам, смотрите, как относится. Это вообще пажи, они во служении находятся. Вы выпали королевой, пиковой, девочки. Вы по отношению к нему выпали пиковой королевой. Либо это вы в ссоре находитесь, и мужчина готов сейчас на все, лишь бы с вами помириться. И значит, надо у него, как говорится, выкуривать, девочки, где-то денежку. Да, кто говорит, боже, как это нельзя с мужчиной выкуривать. Все можно, девочки, все можно. Наше внимание тоже дорого стоит. Мы дороже стоим, чем там кто там подешевле, правда? Но что-то тут мне скользит. Сейчас я присмотрюсь к пажу крестовому. Тут есть какое-то недоверие к вам. Есть такой момент недоверия к вам. Что-то у него какие-то белые пробелы, либо в вашей судьбе, либо в вашем времяпрепровождении. Он где-то вам не верит до конца, что вы ему говорите или не говорите, или как вы проводите время, там, или какие-то посты выставляете в соцсетях, или еще что-то. Он вам не верит. Типа, не верю тебе. Но мы сейчас посмотрим на этого воздыхателя, девочки. Слишком он осторожный, знаете. Тут еще такой момент. Он может вам не верить, а этот паж, девочки, паж-то не настоящий. Я думаю, что к чему тут паж выпал с серьезными картами. А я поняла, почему. Это, девочки, он прикидывается пажом. Это прикидка. Прикидывается кем-то. Давайте еще глянем на герметическом таро. Что он думает о вас сейчас? Отшельник выпал. Десятка пентаклей.
Что он думает о вас сейчас? Она десятка. И принцесса мечей, девочки. Вот вам пиковая королева, и опять же на том же месте, в тот же час явилась принцесса мечей к вам, да? А он, смотрите, он отшельником выпадает на этих картах, а до этого он в том же месте, как говорится, выпадал пажом, девочки, крестовым. А десятка пентаклей, секретики, из десятка жезлов. Блин, тут будет такой момент, когда вам, понимаете, может быть бинго в суперлото. Не знаю, конкретная бинго может вам быть. Но именно с теми деньгами, которые резко к нему приходят и резко улетают. И если вы успеете вот этого схватить, оно ваше. И почему бы и нет? Но он выпал тогда пажом, а вообще, видите, старшим арканом отшельника он здесь выпадает. Старший аркан отшельника. Это как в песне про Виагры, да? Но он играет эту роль. Ну, немножко переделанную, но... Давайте еще глянем, девочки. Что-то странный мужичок. Вроде бы, знаете, он затеял какую-то с вами игру. И причем реально он, знаете, он меняет внешность. Он такой хамелеон, что мама дорогая. Это аж надо прикинуться бедной овцой, а сам скрывает отшельника. А вас-то он четко видит, понимаете? Четко видит, а сам там выеживается. Актер большого и малого. Волочков. Анастасий Волочков, девочки. Ну, не в обиду никому. Давайте еще посмотрим, что он думает о вас сейчас. Суд. Тройка жезлов. Что он думает о вас сейчас? Блин, девочки, вы ему очень сильно нравитесь. Очень сильно нравитесь, это как минимум, да? И тут и любовная любовь, и все остальное. Но... он хамелеон у вас. Реальный хамелеошка. Он не открытая книга, которую можно читать. Но ладно, какая разница, девочки? Открытая он книга, не открытая. Знаете, эти забабоны мужские, это просто уже как Гузи уже тошнить может от этих забабонов мужских. Но самое главное, что для вас здесь, вы можете сейчас сорвать какой-то куш. Вам просто вот этот жезловый куш как-то можно реально с него сорвать. Потому что к нему идут деньги, которые исчезнут. И если они исчезнут не на вас, да, то будет неприятно немножко. А если вы и его возьмете, то очень много чего-то получите. Очень много. И это как будто, знаете, вот это даже не его касается. Вот не мужчина сейчас касается вас. Вот мы часто говорим с вами про денежные каналы. И у вас получается вот этот мужчина, это часть вашего денежного канала, да? То есть сейчас открывается денежная воронка в виде мужского достоинства, понимаете, вот такого вот. И вот это вот как-то должно попасть в ваши ручки. Это вот какие деньги, которые... Если поработать над денежным каналом, да, сейчас, например, или вы его развиваете, вы точно это получите. Деньги от этого мужчины. Даже особо ему не принадлежащие, но, короче, можно сорвать какой-то денежный куш. Вот это вот самое главное, что карты говорят. И этот мужчина не сколько, знаете, тут любовь его рассматривается, да, сколько рассматривается, что он к деньгам. Понимаете? Он как ворона, к деньгам. Он как примета какая-то в вашей жизни. Вот такой вот даже типаж мужчины и его действия по отношению к вам, хамелеона этого, да, как-то очень сильно связаны именно с вашим денежным каналом. А то, что он о вас думает, ну, конечно, думает. Он хочет очень много от вас. Очень много хочет от вас. Он просто с вас так не слезет, девочки. Даже если вы гипотетически сейчас бросите и забудете, да, он всплывет, как субмарина, Yellow Submarine, через месяц, через 2, через год, девочки. Он будет всплывать в вашей жизни, где бы то ни было. Ну все, мои дорогие, вот такой у нас был небольшой расклад. Спасибо вам за внимание. Хорошего вам вечера.
этих. Кстати, девочки, сейчас я там ничего не рекламирую, да, но если это вот вы хотите фильмы сегодня какие-то посмотреть, там, короче, в ВКонтакте есть, короче, раздают подарки, обменяться там снежинками, и, короче, можно содрать бесплатные коды на всякие там эти просмотры фильмов. Тоже очень интересно. Ну, кто задолбался искать бесплатные фильмы с просмотром рекламы, да? Промокоды нам сейчас на халяву раздают. Все, мои дорогие, люблю вас, целую, обнимаю. Пока-пока. Всего вам хорошего, хорошей ночки. Пока-пока.